Girls Frontline – мобильная стратегическая ролевая игра для Android и iOS, разработанная китайской студией Mica Team, в которой игроки управляют эшелонами андроидных персонажей, известные во вселенной как T-Dolls, каждый из которых носит характерное огнестрельное оружие из реального мира. Игра была выпущена в материковом Китае 20 мая 2016 года. Глобальная английская версия была выпущена 8 мая 2018, а японская версия была выпущена 1 августа также 2018 года под названием Dolls Frontline из-за того, что товарный знак Girls Frontline в Японии уже принадлежит другому владельцу. Girls Frontline — это приквел другой игры, разработанной Mica Team, Codename Bakery Girl, вышедшей в 2013 году. Помимо игр было выпущено 2 телевизионных аниме-сериала, основанных на Girls Frontline, и новый аниме-телесериал от Asahi Production, который транслировался с января по март 2022 года. Начиная с 2019 года официальная серия манги под названием Girls Frontline The Song of Dolls, иллюстрированная Михару, ежемесячно публикуется онлайн на китайском языке компании Bilibili и публикуется на японском языке в рамках Monthly Comics Rex. DSR-50 – крупнокалиберная снайперская винтовка производства немецкой компании DSR Precision GmbH. DSR-50 разработана на базе снайперской винтовки DSR-1. Это ее увеличенная версия, но с некоторыми улучшениями, необходимыми для работы с мощными боеприпасами. В ее конструкцию добавлен специальный быстросъемный дульный тормоз и пламя-гаситель, отчасти снижающий звук. Также установлен гидравлический демпфер отдачи в прикладе. В игре данная куколка добывалась в прохождении сюжетки Operation Deep Dive, а в аниме персонаж не появлялся. В сентябре 2021 года компания Wonderful Works выпустила в релиз фигурку персонажа DSR-50 в размере 24 см масштаба 1/7. Вся эта красота упакована в большую коробку в желто-песочных тонах с несколькими окошками, через которые можно рассмотреть фигурку, логотипами производителей, тайтла, названием фигурки и, собственно, ее изображениями в различных форматах. Информация о компании полностью на японском языке находится на задней стороне коробки под основными фотографиями фигурки. Внутри красотка надежно закреплена в блистере и проложена полиэтиленом от закрасов и повреждений во время транспортировки. Фигурка была воссоздана в своем элегантном Best Offer наряде по арту художника Ли Дуки для 2-й годовщины игры. Скульптором стал Рико. В комплекте к самой фигурке DSR-50 вы получаете подставку в виде серого блинчика, кейс для винтовки, винтовку и пару бокалов с напитками, один из которых закрепляется на кейсе, а второй в руку девушки. Сама DSR облачена в длинное коричнево-черное платье, которое хоть и имеет длину в пол, также содержит 2 весьма серьезных разреза по бокам, которые фактически полностью оголяют обе ноги, оставляя между ними лишь неширокий лоскут ткани, который в свою очередь закрывает все, что видеть не положено. На ногах у фигурки элегантные золотые туфли, прекрасно сочетающиеся с нарядом и украшениями. Состоящее из нескольких слоев ткани платье имеет кружевные узоры на подоле, а ленты, опоясывающие талию и бедра, играют роль как декоративного элемента, так и практически являются завязками на шее, которые держат верхнюю часть платья.
Всем привет, с вами Ларри. Вы только что посмотрели распаковку прекрасной DSR 50 от компании Wonderful Works по тайтлу Girls Frontline. Если понравилось, не обдули видео лайком. Я расскажу про ее плюсы и минусы. У нас оценка. Погнали! Красотка ехала к нам с ноября месяца прошлого года и, наконец, доехала, и мы ее распаковали. Давайте же смотреть, что с ней не так. Начну с подставки, потому что здесь интересно. Я, когда ее увидела, то расстроилась и не поняла, как вообще могли слить подставку, сделав ее пластиковым серым блином. Но спустя время я поняла. Подставка просто не отвлекает на себя внимание. Она та самая тень, тот самый серый кардинал, который играет фигурки в плюс. Но это лично моя эстетика восприятия данной фигурки после того, как я ее поставила на полку. Кстати, хочу сказать по секрету, фигурка стоит и без подставки. Но стоит только фигурка, кейс не стоит. А вот инструкции нет. Да сколько можно? Если у фигурки дополнительных деталей больше, чем одна, нужно вкладывать инструкцию. Здесь есть картинки на коробке. Хоть на этом спасибо. И еще момент. Не у всех людей острое зрение. Лично я таким не обладаю. И рассмотреть толщину, различить ее у пазов, которые отличаются лишь на 1 микрон, я не в состоянии. А воткнуть что-то не так, не той стороной и сломать дорогую фигурку, такое себе. В остальном все мне в ней нравится. И платьюшко, и туфельки, и винтовочка с ее детализацией, и покрас у нее приятный, и прозрачные элементы шикарные, и уродских швов я не нашла. В общем, девушка радует глаз за свои бабки. Стоила она, кстати, на момент релиза 18 500 йен с учетом доставки из Японии в Россию. Сейчас там, где можно купить ее за адекватные деньги, придется придумывать, как платить и доставить ее, соответственно, в Россию. А там, где можно оплатить нашими картами и не надо заморачиваться с доставкой, ценник весьма кусачий. Мой вердикт. Красотка на 5 с плюсом. Рекомендовать к поиску и приобретению могу фанатам игры, в аниме она не появляется, фанатам девушек с оружием, а также если вы просто любите красоток с высшими образованиями. Также скажу, что девушка весьма крупная, поэтому на полке ее лучше держать либо с таким же масштабом, чтобы не потерялась, либо с чем-нибудь диорамным. А у меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Я надеюсь, вам понравилось, и вы поделитесь им с друзьями. А также не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски. Я напомню еще разочек, что мы есть в других соцсетях, и все ссылочки будут в описании под видео. Заходите, будем рады. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Увидимся совсем скоро в новых роликах.